Добрый день. Авиация ВКС России продолжает наносить удары по формированию международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики. За 10 дней 2016 года выполнено 311 боевых вылетов, в ходе которых нанесено поражение 1097 объектам в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хасики, Дарья и Рака. Удары наносились по объектам инфраструктуры, добычи и переработки нефти, скоплениям военной техники и живой силы боевиков для снижения боевого потенциала террористических группировок и оказания непосредственной поддержки подразделениям сирийской армии и вооруженным формированием патриотически настроенных сил, ведущих борьбу с ИГИЛ. В результате нанесения авиационных ударов самолетами ВКС России террористические группировки несут значительные потери в живой силе и технике. Это позволяет сирийской армии и отрядам патриотической оппозиции продолжать наступательные действия, несмотря на сложные погодные условия, связанные с ливневыми дождями и понижением температуры. В декабре 2015 года боевики были выбиты из 134 городов и поселков, а за первые дни Нового года еще из 19. Наибольший успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс и Ракка. В провинции Алеппо продолжается расширение зоны безопасности вокруг аэродрома Квайрис. Только за последние дни продвижение сирийской армии в северном направлении составило до 5 километров. В результате ударов авиации и активных наступательных действий правительственных войск боевики были выбиты из города Наджара, также взят под контроль населенный пункт Аяшия. На юго-западе провинции в направлении города Идлиб экстремисты, понеся значительные потери, выбиты из населенных пунктов Абур-Вель и Хабар. В провинции Латакия отряды сирийской правительственной армии ведут успешные наступательные действия на северном и восточном направлениях. За прошедшие дни установлен контроль над рядом важных высот. От боевиков освобождены 6 населенных пунктов, в том числе имеющие ключевое значение для дальнейшего развития наступления Магария и Гдин. В результате развития успеха правительственных войск боевики несут потери и вынуждены оставлять занимаемые позиции. Однако, несмотря на все усилия международного сообщества по пресечению помощи террористам, с территории Турции в северо-восточную часть провинции Латакия регулярно перебрасывается пополнение для боевиков. В провинции Хама правительственные войска продвинулись на 12-15 километров в юго-восточном направлении и, освободив населенные пункты Джарния, Рамлия, Джарджиса, вышли на рубеж реки Нахар-эт-Асси. В провинции Хомс подразделения сирийской армии освободили город Мхин и, развивая наступление в восточном направлении, вышли к городу Эль-Каратьен. В пригородах Дамаска правительственные силы ведут ожесточенные бои в районе Восточной Гуты, освобождая террористов квартал за кварталом. Наибольшее продвижение отмечается в направлениях Блалия, Нашабия и Хауш-Харабу. В провинции Дарья подразделения сирийских вооруженных сил вошли в город Шейх-Мисхин и овладели большей его частью. По имеющимся данным, в ходе боев уничтожены полевые командиры бандформирований Башар Мухаммед Эль-Катур и Мухаммед Изамель. Российская авиация оказывает поддержку патриотическим силам, ведущим борьбу с международными террористами на территории Сирии. Сегодня наши самолеты наносят удары в интересах 11 отрядов демократической оппозиции, насчитывающих свыше 7 тысяч человек. За последние несколько дней ВКС России нанесли 19 авиационных ударов в интересах отрядов группировки Джейш-Ахрар Аль-Ашаир, армия свободных племен, входящих в состав Южного фронта Сирийской свободной армии. В настоящее время указанные формирования ведут боевые действия с отрядами экстремистов в районе города Эт-Тафа и блокируют Хош-Хамад в провинции Дарья. При поддержке российской авиации отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Флят Аль-Ганима
продолжает наступление на столицу ИГИЛ, город Раку, и за последние дни овладели населенными пунктами Эль-Сальхия, Рджеман-Алая, Эль-Крия и Хадрият Айн-Иса. Отряды Сурейн и Челобея расширили освобожденные от экстремистов территории с восточной и западной стороны плотины через реку Ефрат в районах Мехшиет-эт-Тавахин, Джуб-эль-Хамза, Арбаа-Сигир, Эль-Джудайда, Эль-Ахмар. На южном направлении при поддержке нашей авиации отряды Львы Востока и Каламун в ходе наступления на Пальмиру продвинулись более чем на 50 километров и овладели населенными пунктами Заза, Кисара и городом Мхаси. В настоящее время отряды сирийских патриотических сил продолжают развивать успех на всех направлениях. В заключение хочу отметить, что в результате работы, направленной на объединение усилий всех сил, заинтересованных в освобождении Сирии от международных террористов, число отрядов патриотически настроенной оппозиции постоянно увеличивается. Мы убеждены в том, что только совместными усилиями действующего правительства Сирии и других патриотических сил можно достичь окончательной победы над терроризмом. Спасибо за внимание.